выбрать такую стратегию, чтобы она была неприятна сопернику в первую очередь. Европейцы играют очень некрасиво. Как он его обыграет, даже я, говорит, сам Чо Хун Хен, я ему проигрывал. Больше скальпов такого масштаба у меня не было. Ты вместе с Васей научился играть, да? Вася стал первым данным, а ты остался пятым кью. Вот ты дебил и дурак. Реальная палка, реальные наказания. Меня зовут Александр Зейнштейн, я семикратный чемпион Европы по игре Го, профессионал третьего дана, и мы записываем для вас учебные курсы для портала gomagic.org. Первый дан, первый профессиональный дан – это самая начальная ступень мастерства, хотя для азиатских стран нет такого правила, что первый дан обязательно играет хуже девятого. Долгое время в Корее существовал специальный турнир. Для того, чтобы продвигаться по данным, нужно было принять в нем участие. Турнир был без денежных призов, поэтому были люди, которые долгое время, там десятки лет оставались первыми данными, при этом обыгрывали там и пятых, и девятых, и вполне нормально себя чувствовали, гордо называли себя самым сильным первым данным в истории Го. В Корее игра Го — это настольная игра номер один. В Корее даже нет ни одного гроссмейстера по шахматам. То есть шахматы там не популярны. Что такое шашки, думаю, корейцы вообще не знают. Есть Го-клуб на каждой улице. Есть целый канал на телевидении, который 24 часа в сутки показывает только программы, связанные с Го. В Корее это культура, часть культуры корейской. В Корее и в Японии существует такая традиция, что учитель играет с учеником только два раза. Первый раз при поступлении в школу, и второй раз это уже такая демонстрационная партия после получения учеником первого профессионального дана. То есть нет такого, как у нас в России, что ты приходишь на урок и играешь с учителем. У меня есть ученики, с которыми я там сыграл, например, сотни, тысячи партий. Это не корейский подход. В Корее учитель, он следит за дисциплиной в клубе и иногда разбирает партии учеников. То есть что такое следить за дисциплиной? То есть у нас бывали случаи, где ты сидишь, играешь клубную партию, соперник пропадает на какое-то время, уходит, телефонов тогда не было, и дети бегали в салон игровых автоматах прямо в процессе партии. Вот, и как только он возвращается, начинается выяснение, опрос свидетелей, где ты был, и он пытается доказать, что он там ходил там попить водички, или там сходил в туалет, вот, и опрос свидетелей, кто видел, кто не видел, вот, и если выясняется, что он там где-то все-таки уходил поиграть, то реальная палка, реальные наказания. В Корее все это используют. То есть там родители не вызывают, там реально получаешь. Вот если не палкой, то дают чаши подержать над головой, тоже, кстати, очень тяжело. Чаша и книжки, там держишь 5 минут, и потом хочется уже стать абсолютно прилежным учеником и никогда больше не хулиганить, хочется такой пытки. Я был в разных корейских клубах, в том числе сильнейших корейских клубах. У меня были одноклубники, которые позднее достигли уровня 9-го профессионального дана, которые выиграли чемпионаты мира. То есть я с ними играл когда-то в одну силу, кого-то даже обыгрывал, с гордостью вспоминаю такие случаи. Вот, но я считаю, что я прошел самую идеальную подготовку, которую в то время можно было пройти. Моя, наверное, самая большая победа над профессионалом 9-го дана из Японии, Орисей, у него в то время был титул Кисей, то есть это один из самых сильных на тот момент профессионалов мира. Мне довелось его обыграть, это был Кубок LG, если не ошибаюсь, 2003 год. Очень неожиданно, то есть мало кто ожидал. Причем я помню, даже Чо Хун Хен проходил, смотрел мою партию. И мой учитель в Корее, Чун Пунджо, 9-й дан, тоже ее наблюдал. Вот, и так наблюдал в надежде, что у меня есть какие-то шансы. Чо Хун Хен проходит мимо, думает, ну, как он его обыграет, даже я, говорит, сам Чо Хун Хен, я ему проигрывал. Какие у него шансы? А я взял и выиграл. И никто не ожидал. Это была, конечно, супер сенсация. Вот. Ну, к сожалению, больше скальпов такого масштаба у меня не было, но есть что вспомнить в любом случае. Профессионалом стать уже, наверное, будет поздно, но дойти до 5-6 дана почему бы и нет. То есть вообще считается, что если с нуля человек может дойти до первого любительского дана за год, то это феноменальный прогресс. По моему опыту, только, наверное, один человек из 1000 может это сделать. Если вот вы начали играть в 15, но уже в 16 лет получили первый любительский дан, то это гигантский прогресс, и у вас есть все шансы дойти там и до 5 и до 6. Так что возраст не так уж и важен. Главное то, как вы будете, сколько времени вы будете уделять, какой у вас талант, какая у вас счетная способность.
То есть очень много факторов, которые влияют на ваш будущий успех. Думаю, что да. И если вспоминать Корею, то рекорд для Кореи это 35 лет. То есть вообще считается, что если ты стал профессионалом в 15, то это норма. Все, что позже 15, это ты уже опоздал, и вряд ли ты можешь рассчитывать на победы в крупных титулах. То есть ты можешь быть профессионалом, таким профессионалом середнячком. Вот, а так считается, что если ты гениальный ребенок, который всерьез рассчитывает на победы в крупных титулах, то 11, 12, 13 лет – это признак того, что у тебя есть талант, признак того, что ты сможешь реально принять участие в борьбе за такие крупные турниры. Ну, конечно, в азиатских странах, где есть турниры, где есть важные турниры, где есть соперники, с которыми очень сложно и интересно играть. Но с точки зрения популяризации, там-то игроков все уже и так знают, а в России люди узнают для себя что-то новое. И очень интересно то, как они оценивают эту игру, как они втягиваются. То есть нужно их познакомить, нужно как-то увлечь, какой-то интересный контент им дать. То есть я считаю, что Россия идеально создана для того, чтобы здесь, на фоне популярности шахмат в нашей стране, знакомить людей с еще одной настольной игрой не менее интересной, чем шахматы. Ну, если вспоминать Казань, то у нас в самом центре города есть здание «Дворец шахмат шашек ГО». Еще странно, что его до сих пор не отобрали, уже были неоднократные попытки такого рейдерского захвата нашей школы. Вот, но школа держится, и очень много детей проходят через секцию ГО. Вот. Но у нас в Казани всегда была заточка именно не на массовость, а на мастерство. Вот. И ученики Владимира Шукшина, они в большинстве своем, те, кто не смог достичь чего-то существенного, они с ненавистью бросали ГО. То есть это вот был самый настоящий спорт высших достижений. То есть именно не массовость, а не можешь. Вот ты вместе с Васей научился играть, да? Вася стал первым данным, а ты остался пятым. Вот ты дебил и дурак. И после того, как тебя так обозвали, не хочется уже дальше идти в школу. Вот либо ты старайся изо всех сил, выпрыгивай из штанов и догоняй, либо бросай. Это казанский подход. Ну, лично мне комфортнее играть белыми. Почему? То есть черными это тем, кто любит атаковать, кто любит бороться. А белыми играть проще с точки зрения, что не нужно ничего готовить, просто ты смотришь, что играет соперник, и ты под него подстраиваешься. И очень многие, кстати, в том числе и один из сильнейших мастеров в мире, Кэдзе, неоднократно утверждал, что белыми играть проще. То есть у тебя есть коми, вот, и у тебя есть соперник, который показывает тебе свои карты, и ты уже выбираешь, что тебе делать дальше. Отвечаешь ты, ведет соперник. Ну, вот, например, про мой собственный стиль. Да, у меня такой территориальный ГО, но я стараюсь подстраиваться под соперника, то есть я стараюсь выбрать такую стратегию, чтобы она была неприятна сопернику в первую очередь. То есть если соперник любит атаковать, я с ним буду играть максимально аккуратно. Если соперник любит территорию, я очков возьму побольше себе. Вот, а вы, ну, каждый играет так, как он привык. Каждый играет в своем стиле, ничего плохого в этом нет. То есть можно играть и на территорию, и на влияние, как угодно. Главное, чтобы эта игра приносила вам удовольствие. Ну, вообще люди сдаются по-разному. У нас можно вспомнить легендарного японского мастера Ямабе Тасиру, 9-й дан, у которого в базе можно найти десятки партий, где он сдавался там после 60-70 ходов. Еще, по мнению программы, позиция была неплохой, а может быть даже он еще и лидировал. То есть тот человек, который сдавался после того, как он видел, что где-то допустил ошибку и считал, что он не заслуживает победы в этой партии с такой плохой игрой. А так вообще принято у нас в Европе и в России биться до последнего патрона. И я помню, у нас на один из конгрессов приезжала японская делегация во главе с японским профессионалом Атаки Хидео. И Атаки Хидео замечал, что европейцы играют очень некрасиво, то что не сдаются. То есть ждут там последние ошибки, там может быть даже и на стадии заполнения нейтральных на что-то надеются. А японец, понимая, что проиграл, говорит спасибо, аригато, и давайте разберем партию. Кстати, моя рекомендация, она вот если нас смотрят даже и 5-й дан, и 6-й, я неоднократно наблюдал у нас во время турниров, во время шведского стола, наши игроки, которые играют очень мощно, набирают себе полную тарелку еды, что раз это шведский стол, раз уплачен, надо все это пытаться съесть. Как они потом играют в турнирах, для меня загадка. Я вот стараюсь есть по чуть-чуть, там пить больше воды, но чтобы у тебя лучше работал мозг, нужно это делать на полупустой желудок. То есть так поесть, ну, сколько тебе нужно, но не больше.
Но вообще с появлением сильных программ, конечно, бесит то, что у нас полностью пропал весь пласт выученных стандартных вариантов, стандартных джасеки. То есть у меня дома прям были толстенные справочники японские, много томов, там десятки тысяч джасеки, которые я изучал, я их помню, я помню тех профессионалов, которые их играли. Вот, и начинаешь эти варианты прогонять через программу, программа говорит, это бред, это забудь, это не играй. Вот, а ты их учил, и хочется как-то из памяти стереть, но если в компьютере это стирается одним нажатием кнопки, то в Go все равно это все сохранилось, и ты вот смотришь позицию, да, и ты вот знаешь, что в книжке рекомендуют играть сюда, а программа будет ругать. И вот ты сидишь и думаешь, что же мне выбрать. И вот иногда очень сложно сделать выбор, понимая, что вот так играли сотни лет, и вот те профессионалы, которых ты уважаешь, партии которых ты смотрел и ценил, но ты знаешь, что программа будет ругать этот ход, и очень часто не просто сделать правильный выбор. Я вот частенько не могу себя заставить сыграть так, как советует программа, то есть я знаю, какой ход она будет считать лучшим, а я буду играть по-другому. То есть я для себя стараюсь полностью не копировать эти программные стратегии, я играю так, частенько играю так, как привык. В турнирах, к счастью, у нас еще не было таких историй, в отличие от шахмат, где было уже много случаев дисквалификации, реальные пойманные в туалетах с телефонами. Гроссмейстеры шахматные. У нас в Go для того, чтобы выигрывать, нужно программу держать постоянно открытой, то есть один раз подсмотреть, это еще ни о чем. Вот. И читеры у нас сейчас пока только в интернете. Если вы играете на серверах, то вы, наверное, уже с такими сталкивались. Как бороться, непонятно. Заносить их в черный список, не играть с такими соперниками. Если дело происходит в турнирах, то стараться участвовать только в таких турнирах, где партии проходят через видеозвонок в скайпе. То есть, когда ты видишь соперника, то, конечно, может там какой-то микронаушник, но это лишний хлопот, и нужен ему помощник, чтобы читерить. Вот. А так, если камеры не включаются, то что мешает ему включить на этом же экране программу и каждый ход там или через ход советоваться с программой. Так что я думаю, что таких случаев много. Вот. И надо привыкать. А так, я бы рекомендовал всем почаще играть вживую. У нас уже после пандемии турниры возобновились. И во всех крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, чуть ли не каждую неделю проводятся какие-то турниры, в которых можно принять участие и проверить свои силы. Первый ход, в хаси не играю, потому что вторжение в сан-сан, все очки отнимут, где моя территория. Поэтому все, что угодно, кроме хаси. Джасеки. Джасеки такое, которое не знает мой соперник. То есть я знаю сложное, где можно его подловить, а соперник видит его первый раз в жизни. Самое красивое этой судьи должно быть похоже на мисклик компьютерный. То есть такой ход, который никак ты не мог ожидать, вот примерно как ход Лисидоля против AlphaGo, в той единственной партии, в которой он смог одержать победу. То есть тот ход, который никак ты не можешь представить. Моя главная рекомендация — это найти кого-то из мастеров, вот именно не программу, а найти мастера, чей стиль вам нравится. Вот, и попытаться целенаправленно разбирать именно его партии. Вот, например, любите атаковать, да? Возьмите партии Като Масао, разберите их, там можно 1000 партий найти, потратьте время и постарайтесь играть как ваш кумир. Я думаю, что это реально помогает. Реально помогает вам стать сильнее.